Приветствую вас на канале Техревизор. Для этого рейтинга я выбрал 10 портативных Bluetooth колонок с хорошим звучанием. Покопался на AliExpress, собрал всех в один топ и распределил каждого на свое место. В рейтинге вы сможете найти колонку для любых целей. От девайса размером чуть больше спичечного коробка для одиноких прогулок до здоровенных и мощных колонок на громкую тусовку дома или на природе. Есть как бюджетные варианты с упрощенными параметрами, но все еще с хорошим звучанием, так и модели подороже с более насыщенным и чистым звуком. В общем, постарался сделать рейтинг настолько универсальным, чтобы абсолютно каждый смог подобрать колонку для своих задач. Давайте начнем с 10-го места, но перед этим можете поставить лайк и подписаться на канал. Итак, 10-е место занимает Huawei CM510. Простая, компактная колонка с одним динамиком. На удивление выдает громкое звучание, которого от нее ну никак не ожидаешь. У нее совсем слабая мощность, 3 Вт, но при этом орет что надо. Конечно, о каком-то чистом и басистом звуке говорить не приходится. Так, просто хорошее отыгрывание средних и высоких частот. Для этого она играет на частоте в диапазоне от 65 до 20 тысяч Гц. Минимальная частота просто не предназначена для объемного звучания, поэтому низы и басы это не сюда. А вот в максималке жаловаться особо не на что. Звучит действительно громко. Хотя тут тоже как посмотреть. Зависит от ситуации. Если вы любите с парочкой друзей пройтись по району или прокатиться на велике, электросамокате, колонки хватит. Она даст вам то звучание, которого будет достаточно для такой деятельности. Но если вы хотите включить ее где-то на природе, в большой компании человек на 20, то даже не пытайтесь. Музыку все равно никто не услышит. А если попробовать делать как можно громче, получится не очень приятное для ушей звучание. Особенно если это какой-то тяжелый жанр. Вот где-нибудь дома для себя во время готовки, работы, занятия спортом ее еще можно включить. Но на улице только в режиме прогулки где-нибудь в укромном месте. При этом подключается Huawei CM510 по старенькому Bluetooth 4.2. Этого хватит для качественного сопряжения с устройствами на небольшом расстоянии. Кинуть ее где-нибудь в одном углу квартиры и шастать в другом конце – идея так себе. Сигнал может обрываться. Но если вы не собираетесь пользоваться таким образом, то можно не беспокоиться. Соединение держит стабильно, без сбоев. Немного больше мне понравился EVO A106 Pro. Еще меньше, еще компактнее. Ну реально размером со спичечный коробок. Но при этом сюда удалось поставить более жирный аккумулятор, которого хватит на часов 8 беспрерывного звучания. Конечно, как долго будет играть колонка, зависит от выставленной громкости, но это в любом случае больше, чем выдает прошлая от Huawei. Та и вовсе 4 часа только гарантировала. Также из приятных обновлений подключение по Bluetooth 5.0. Все еще не самая новая версия, но нам и этого хватит. За счет этого увеличивается расстояние, на которое можно отдалиться от колонки и не потерять сигнал. Конечно, не в разы, но все равно удобнее. Уже можно смелее отходить метров на 15 и не париться. Плюс за счет этого быстрее происходит подключение. Хотя, согласен, не самый приоритетный параметр. Немного важнее то, как она в принципе звучит. А по звучанию она мало чем отличается от прошлой Huawei. Динамик по-прежнему один, мощности столько же, 3 Вт. Ну и частотный диапазон доходит до 23 кГц. Играет эта колонка по тому же принципу. Орет как не в себя, но при этом какие-то особенно глубокий бас и проработанную сцену не передает. Другими словами, плосковато это все. Поэтому ее можно рассмотреть тоже разве что для каких-нибудь прогулок и небольших посиделок дома. Но самое, за что мне больше всего понравилась эта колонка – цена. По стоимости она выходит чуть ли не в 2 раза дешевле Huawei CM510, но по факту мы получаем немного больше. В общем, здесь лучше соблюдается соотношение цена-характеристики. 8-е место за топровод Q8. Вряд ли вы слышали об этом бренде до этого, но AliExpress это отдельная тема со своими местными производителями, поэтому отнесемся к ним с легким прищуром глаз. Итак, это уже полноценных размеров колонка с целыми 2 динамиками. Этакий кирпич с кучей кнопок. Тем не менее, в руке носить удобно, проблем не будет. Ну и поставить куда-то тоже легко. Можно стоя, можно лежа. Из приятного для ушей. 2 динамика, как я уже сказал. Само собой и мощность подросла, до 6 Вт. Как бы мало ни казалось, а на звучании это отображается. Тем более после прослушивания музыки на 3 Вт. Выдает музыка в частотном диапазоне от 20 до 20 тысяч Гц. По максимальному значению вопросов нет. Средние и высокие звучат громко, четко. А вот низов здесь добавилось, ну, точнее убавилось. Поэтому есть шанс больше получить объема басов, но не вот так сразу из коробки. Тут скорее придется подкрутить эквалайзер. Но это небольшая проблема, так как звук только лучше станет. Ну и в общем получается, что это уже более серьезный девайс, который выдаст более качественное чистое звучание. Включить ее дома на какой-нибудь праздник на фон вообще не стыдно. Хотя если нужна дискотека, то многого от колонки не ждите. Тем не менее, она постарается удовлетворить вас. Ну ладно, хоть не придется бегать заряжать, если тусовка затянется. Внутри стоит аккумулятор
на 2200 мАч. Этого хватит примерно на 10-12 часов звучания на плюс-минус среднем уровне громкости. Вполне неплохая автономность. Кстати, заряжается она за 3 часа. Тут уже не так быстро получается, но тем не менее, ради хорошего звука придется подождать. На 7-м месте стоит NBY S18. По характеристикам на бумаге эта колонка в некоторых моментах уступает прошлой Top Road. Но эта NBY больше симпатична в плане дизайна. Если прошлая модель издалека напомнила пульт от телевизора, ну или хотя бы радиоприемник, то здесь стандартный дизайн современной компактной колонки в сосисочно-колбасном стиле. Но, конечно, не только в дизайне дело. У этой колонки внутри два динамика, которые обеспечивают приятное стереозвучание. И главное, совокупная мощность 10 Вт. Для домашних условий или прогулок это прям за глаза. Громкости хватает, переживать об этом точно не стоит. Можно даже на природу такой взять, чтобы фоном где-то там играло, и этого будет вполне достаточно. Но опять же, если говорить о каких-то громких тусовках и праздниках, то, выкрутив звук на всю, музыка не будет звучать как-то особенно приятно для ушей. Не хватает объема, высокие частоты тоже где-то теряются. И это первый недостаток. Диапазон частот, который начинается на 85 Гц, а заканчивается на 20 тысячах. Не то чтобы прям критично, в конечном итоге колонка все равно классно звучит, но только для тех задач, которые мы обговаривали ранее. Ну и еще один минусик. Подключение по старому Bluetooth версии 4.2. Хотя при этом на качество соединения жаловаться не приходится. Колонка быстро коннектится к устройству и ровно держит сигнал. Зато при этом автономность получше. Внутри стоит такая же батарейка на 2200 мАч, которая хоть и немного, но медленнее заряжается. В общем, нет никакой проблемы в Bluetooth 4.2. Шестую строчку занимает DOS Soundbox. Колонка, которая и вовсе подключается по Bluetooth версии 4.0. Колонка вечно отваливается от устройства? Нет. Колонка хуже от этого играет? Тоже нет. Хуже работает, если отойти от нее дальше, чем на 10 метров? Это да. Bluetooth 4.0 не так далеко ловит сигнал, чтобы можно было бросить колонку в одном месте и ходить с телефоном в кармане, забыв о ней. Но тут уже смотрите сами, недостаток это или вообще беспонтовый момент. При этом DOS имеет два динамика немного помощнее. В общей сумме на 12 Вт. Ну, хоть и немного прибавилось, но тоже хорошо. Конечно, от этого колонка не становится профессиональной акустикой на празднике, но тем не менее все равно приятно играет. Громкости хватает, постоянно держать на 100% желанием подкрутить еще не придется. Качество звучания тоже радует. Хорошо идут средние, высокие частоты. Низкие, конечно, тоже стараются, но получается все еще не так круто, чтобы назвать звучание басистым. Объем все же есть. В каких-то песнях типа современной попсы идет прям хорошо. Какой-нибудь тяжелый жанр уже не хватает. Но колонка все равно тоже не разочарует в плане звучания. Берите ее на спортивные площадки, кладите с собой в рюкзак на велопрогулке и пользуйтесь дома, например, во время уборки. В таких сценариях использования эта колонка реально радует. Автономность остается плюс-минус на том же уровне, так как батарея внутри на 2200 мАч. Играет свои 10-12 часов и частой подзарядки не требует. В итоге хорошая колонка ведь получается. Пятерку лучших открывает Zeilot S51. Колонка наглядно демонстрирует, как Bluetooth съедает батарейку, хотя внутри у него стоит аккум поменьше, на 1800 мАч. Играет эта колонка приблизительно в 2-3 раза меньше, а все благодаря Bluetooth 5.0. И это еще не самая последняя версия. Следующая так еще более прожорливая, но для тех колонок и батарейку посерьезнее ставят. Но не будем только о плохом. Главное преимущество этой колонки, как ни странно, звук. Хотя, посмотрев параметры на бумаге, ничего не предвещает какого-то особого звучания. Здесь стоят такие же два динамика общей мощностью 10 Вт. Ну, то есть ничего сверхъестественного. Диапазон частот такой же, от 100 до 20 тысяч Гц. Но дело само собой не только в этих цифрах. Есть еще уйма других факторов, которые влияют на итоговый звук при прочих равных. Даже материал, из которых изготавливается корпус колонки, твиттера и так далее. И эта колонка как раз наглядно демонстрирует. Несмотря на свои показатели, она хорошо басит и придает больше объема, чем все прошлые участники. Хотя, казалось бы, 100 Гц не совсем подходящий параметр для классного звучания низких частот. Но здесь реально наконец по ушам в каких-то моментах даже немного бьет. Приятно так давит на перепонки, заставляя найти еще какую-нибудь музыку с бас-бустед эффектом. Такую колонку можно уже смело брать на всякие пикники, шашлыки, небольшие вечеринки и прогулки. Тут вам и громкость, и качество звучания. Но да, единственный недостаток — не самая объемная батарейка, которая скорее всего потребует зарядки после тяжелой вылазки. Четвертую строчку занимает Xdoba X8. Тут совокупная мощность динамиков 60 Вт. Натурально 6 раз больше, чем у прошлой Zeilot. Хотя, казалось бы, такая небольшая, обычных размеров колонка. Динамики у нее стоят что надо. 2 по 30 Вт. Бомбят, ну, очень громко и уверенно. Есть 3 режима звучания. 3D режим объемного звучания, режим дополнительных басов и стандартный режим. Все они отыгрывают по-разному, но по сути это просто предустановленные профили, как в эквалайзере. В них подкручены определенные параметры, которые дают приоритет, например, низким частотам, за счет чего на фоне всей песни выделяется бас. Хотя вот так сказать, что колонка дает жесткие басы, тоже не могу. Но ушами хорошо ощущается объем, которого нет, например, в Top Road Q8.
Однако качество звучания в целом я бы назвал средним. Да, колонка мощная, орет как не в себя и полностью отрабатывает средние частоты. Но если сравнивать ее с топовыми представителями рынка, то сразу чувствуется, что не хватает глубины, более точной проработки деталей. Ну, как сказать, чувствуется. При прямом сравнении двух колонок, если только. А так, если вы не меломан и не эстет, звучание вас точно не разочарует. И не важно, где слушать музыку, дома, на природе или на спортплощадке. С такой мощностью можно даже включать эту колонку в моменте, когда уже все напились и душа требует танцев. И зарядки у нее хватит хоть на 15 часов проигрывания, так как питается от батарейки на 6600 мАч. И это при подключении по Bluetooth 5.0. Реально офигенная автономность. Почетное третье место занимает Tron Smart T7. Но если вам все-таки хочется реально проработанного звука по всем параметрам, то за плюс-минус ту же цену можно взять такую Tron Smart. Единственный минус – мощность. Тут динамики в 2 раза слабее, на 30 Вт. Не сказать, что колонка из-за этого играет тише или уже тем более хуже. Внутри помимо двух основных динамиков есть еще третий, отдельный для низких частот. Поэтому для басов у этого девайса буквально выделили отдельное место. В совокупности они выдают громкое стереозвучание с мощными басами и качественными средними. То есть вот вам и объем, и громкость. Высокие только иногда филонят, но это не самая большая проблема. Слух не режет. Но да, аудиофилы не заценят, так как кристально чистого звука они здесь не найдут, даже с эквалайзером. Но эта колонка и не претендует на лучшее звучание. Все-таки ее стоимость предупреждает о том, что соревноваться с дорогими девайсами от именитых брендов она не собирается. А вот модели из более бюджетного класса уделывает на ура. При этом подключается Tron Smart T7 по Bluetooth последней версии 5.3. И каким бы преимуществом это не было, в итоге вываливается все в один недостаток. Да, мы получаем повышенную стабильность соединения, большой радиус работы при беспроводном подключении и устойчивость к помехам. Но вот с автономностью из-за этого беда. Хотя Bluetooth 5.3 обещал повышенную энергоэффективность, за счет которой увеличится время автономной работы, здесь мы видим ровно противоположную ситуацию. С батарейкой на 4000 мАч можно выжать из колонки около 8 часов звучания при громкости 50%. Хотя этого и немало. Есть участники, у которых автономности отдали особый приоритет. Второе место занимает Mifa Wildbox. Осталась лишь парочка колонок, которые, как по мне, абсолютно одинаково крутые. Mifa Wildbox и Anker Soundcore Motion Boom. Долго думал, кого же из них поставить на первое место, кого на второго. На одной чаше китайская колонка помощнее и с Bluetooth последней версии, на другой известный бренд, популярный в России, уже завоевавший авторитет. Качество звучания при этом одинаковое. В общем, изучив кучу форумов, отзывов и обзоров, решил на второе место поставить Mifa Wildbox. Ну, не такая уж и портативная модель. Бумбокс целый весом по 2 килограмма, но и не стационарная акустика. Во внешнем интересен только дизайн. Как по мне, кристально чистый закос под JBL. Издалека и не видно, что на красной вставке написано Mifa. Но не это самое главное. Дизайн — дело такое. Весь прикол ведь в звучании. А за звук у нас отвечает 4 динамика, 2 из которых выделено под низкие частоты. Совокупная мощность 60 Вт. Да уж, басы эта колонка выдает реально мощная. В замкнутом пространстве ставить громкость выше 50% ну совсем не хочется, уши заворачиваются. Реально очень хорошо бомбит по низким, средним и высоким частотам, отыгрывая каждый ватт мощности и весь частотный диапазон. Такую колонку можно вообще без каких-либо сомнений брать на громкую тусовку в квартире, в доме у бассейна, на природу. В общем, громкая вещь с реально чистым звуком. При этом зарядку держит сутки. Натурально 24 часа благодаря батарейке на 10 тысяч мАч. Тут уж точно не нужно париться за подзарядку. Другая сторона колонки — неизвестный бренд в наших кругах. Мало обзоров, отзывов. То ли дело Anker. Вот мы и добрались до лидера рейтинга — Anker Soundcore Motion Boom. Первое место только из-за большого доверия. Да, не совсем объективно. Но если посмотреть на эти колонки глазами среднестатистического потребителя, практически при одинаково качественном звучании, функционале и характеристикам, деньги проще отдать за бренд, о котором уже слышал. Да, и стоит Anker процентов на 15-20 дешевле. Тоже мелочь, а приятно. Но при этом у него динамики в 2 раза слабее. Хотя, как я и сказал, критически на звучание это не отображается. Ну, серьезно. Колонка точно так же отлично орет на улице на шумной вечеринке. Делает это качественно и с особым вниманием к низким частотам, басам. Отдельной кнопкой можно даже подключать больше низких частот. Звук чистый, на всех частотах выдает максимум. Это портативная колонка, которая как бы в руках носится. Непрофессиональная акустика за кучу денег, понимаю. При этом подключается по Bluetooth 5.0 и не делает голову. Коннектите телефон или что там у вас, бросайте где-нибудь недалеко и идите спокойно развлекаться. Из более интересного — функция повербанка. То есть можно подключать телефон к колонке по проводу, чтобы подзарядить устройство. Конечно, каких-то топовых стандартов быстрой зарядки тут нет, но чисто поддержать батарею устройства может. Но помимо звучания удивила автономность. Тут стоит такая же батарея на 10 тысяч мАч. И если прошлая модель играла сутки беспрерывно, то здесь, если выставить громкость процентов на 50, можно реально хоть 2 суток не подзаряжать колонку. В общем, тот случай, когда производитель переплюнул свои обещания.
На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.